Всем привет, друзья! Вы на канале Сам Трип. Сегодня мы снова сидим на месте. Сегодня мы не путешествуем, потому что нам тоже иногда нужно остановиться, как я люблю говорить по-йоговски, заземлиться, поэтому не всегда получается лазить по горам, по каким-то красивым местам, в общем, по побережьям. Сегодня я хочу рассказать вам о некоторых исторических фактах, о которых многие не знают, несмотря на то, что интересуются этой страной и очень часто ее посещают. Кыс-кыс-кыс, привет. Вот один, кстати, факт. Многие люди, сейчас покажу. Идем сюда. Пошли. Ой, да, пошли. Вот он, кстати, еще один исторический факт. Турки очень сильно любят кошек, поэтому их здесь не выгоняют никогда ни из кафе, ни откуда. Они совершенно спокойно лазят по столам и считаются вообще чуть ли не хозяевами. В некоторых кафе мы бывали с Арсеном иногда, вы представляете, мы могли сидеть, а на нашем столе могло лазить где-то 8-9 котов. В общем, вот есть какой-то такой, как в Индии, например, святое животное корова, так в Турции святое животное кот. Так, я сегодня попиваю вот такой вот чаек. Кстати, многие люди до сих пор не знают вообще, что означает вот именно такой формы бокальчик. Это бокал в форме тюльпана. По-турецки он называется бардак. Не путайте, пожалуйста, с беспорядком. На нашем языке бардак. Почему его форма именно такая? Сейчас объясню. Потому что вот, допустим, когда вы пьете чай, все содержимое, которое находится вот здесь внизу, оно сохраняет температуру, а то, что сверху, вы легко можете пить и, в принципе, как бы не обжигаться. В общем, это для вашего комфорта. В общем, приятного аппетита, аппетоса. В общем, первый факт, о котором я хочу рассказать. Помните вот этот год 2012, прошу прощения, когда по календарю мая мы все с вами ожидали конец света. И если я, например, спокойно сидела в своем доме и просто его ожидала, то многие люди в этот самый момент отправились в Турцию, а именно в деревню Шеринджей. Извиняюсь, я некоторые слова буду смотреть как подсказки, потому что они для меня немножко сложные. Это горная деревня, вот в которой люди пережидали, как говорится, конец света, и тогда хозяева этой деревушки, вот этого поселения, пользуясь этим, заработали огромные большие деньги. Не уточняется, каким образом эта деревня была более безопасной от неведомой напасти, которую мы с вами все ожидали, а мы, кстати, не помним вообще, чего ожидали-то в 2012 году. Что должно было произойти? Я вот, например, не помню. Комета упасть должна была, или цунами, или что. В общем, не знаю, но факт в том, что вот эта самая деревушка, в которой ожидали конец света многие европейцы, находилась именно в Турции, и до сих пор она существует. Следующий факт — это то, что Турция рекордсмен по историческим местам. Только вдумайтесь, только в Турции расположено 18 объектов из ЮНЕСКО, и еще 44 объекта ждут включения в ЮНЕСКО. И, кстати, на момент выхода этого видео, возможно, они уже даже и включены в этот список. Сразу 4 моря омывают эту прекрасную страну. Это Эгейское, Средиземное, Мраморное и Черное море. Ну, согласитесь, это круто, да? Где вы еще такое увидите? Это получается, что вы приезжаете в отпуск всего лишь сюда, в Турцию, отдыхаете, плаваете себе недельку, ну, максимум 10 дней, а потом возвращаетесь к себе на родину и говорите о том, что побывали сразу на 4 морях. Представляете? Если вас спрашивают, а что за моря, вы им просто перечисляете. И не важно, что это все находится сразу только в одной Турции. Круто, да? Вот этот факт я вообще очень сразу сильно заценила и сразу пользовалась им. И вы пользуетесь тоже. Следующий факт связан немножечко с Библией. Я не знаю, насколько вы знакомы с ней, но многие, наверное, помнят, что именно к горе Арарат причалил Ноев ковчег после всемирного потопа. Мне кажется, вот этот момент знают многие, неважно, какое у вас вероисповедание. Так вот, вот эта самая гора находится именно в Турции, и, в общем, высота ее составляет 5165 метров над уровнем моря, если я не ошибаюсь. Вот такие вот еще одни интересные моменты о Турции. Друзья, неважно, повторюсь, какого вероисповедания вы, но есть факты, которые нужно и интересно, и даже порой важно видеть каждому из нас. Так вот, крест, на котором был распят Иисус, представляете, находится в Стамбуле, а точнее в церкви Святого Георгия. Если у вас будет возможность посетить Стамбул, обязательно отправьте
спуститесь туда, все навигаторы, все путеводители обязательно вам покажут этот собор, и вы точно его не пропустите. Слова «Вени», «Види», «Вичи» вам о чем-нибудь говорят? Ну, вот мне лично ни о чем не говорили, пока я не услышала их перевод. Пришел, увидел, победил. Помните это выражение? Ну так вот, эти слова Юлий Цезарь впервые произнес на территории Турции. Ну, конечно, тогда это была не территория Турции, но все-таки это тоже важно знать. Вы знаете, очень много раз вот я смотрела программы о 7 чудесах света, знаю, где они расположены, но я вообще даже не догадывалась, что 2 из 7 чудес света расположены как раз-таки в Турции. Сейчас подгляжу в свою шпаргалку, вам скажу, что это за места. Это значит храм Артемиды и мавзолей в Галикарнасе. Правда, сейчас они находятся в разрушенном состоянии, уже не выглядят так, как на картинках, но тем не менее это чудеса света, и они расположены в Турции. Все мы знаем, что Стамбул — это крупнейший мегаполис в мире, где, я не знаю, даже на сегодняшний момент, вот почему-то не посмотрела эту информацию, но год назад, когда мы были там, 20 миллионов жителей проживает именно в Стамбуле. Но не этот факт, естественно, удивительный, а удивительно то, что, гуляя по улочкам Стамбула, ты гуляешь не только по Азии, но еще и по Европе. Это не шутка, правда, так как Стамбул находится сразу на 2 материках. Это Европа и Азия. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Правильно спела? Нет, не знаю точно. Еще и нахожусь сейчас среди зелени. А сегодня, на секундочку, начало декабря, когда я записываю это видео, но здесь совсем вообще не пахнет снегом. Я вообще что вспомнила это про Новый год и про Санта-Клауса. Ну, потому что вот еще один факт, который рушит наше с вами представление о том, что Санта-Клаус родом с Северного полюса. Разрушаем этот миф. Санта-Клаус, он же Святой Николай, простите, чудотворец, родом как раз-таки из Турции, а именно из ликийской деревушки Патары, друзья. И вот, кстати, не он один, еще и дом Девы Марии тоже находится недалеко от Эфеса, и святой Павел родился в южном городе Тарс. А ныне это также Тарс. Пророк Ибрагим родился в древнем городе Шанлы-Урфа. Вот сколько знаменитых и нами известных имен родом из Турции. Слушайте, тюльпаны, да, вот я из Казахстана, и мне всю жизнь казалось, что тюльпаны растут у нас в Казахстане, и родом они из Казахстана. Потом я стала старше, стала получать в виде презентов букеты из тюльпанов, и стала слышать что-то о Голландии. Да, не только голландские розы якобы из Голландии, но еще и тюльпаны. А на самом деле оказалось, что родиной тюльпанов является как раз-таки Турция, и даже сам султан Сулейман в 16 веке отправил первые семена в Европу. Ой, солнце выходит, так здорово, сразу настроение другое. Это после того, как я вам рассказала про Санта-Клауса, да, тут сразу даже зимой не пахнет, а вот следующая информация как раз-таки связана с снегом, с холодными циклонами, что очень неожиданно, наверное, будет для любителей Турецкой Республики. Вы все привыкли, конечно же, к пляжам, к активному и теплому отдыху, к тому, что здесь всегда светит солнце, но на самом деле, в общем, вы должны знать, Турция — это 130 горных вершин. Некоторые из этих склонов даже считаются одними из лучших горнолыжных курортов. Вот один из них, кстати, курорт Паландакен, претендует на звание самого длинного живописного горнолыжного склона в Европе. И вот я видела, когда познакомилась с Эрсеном, у него в Инстаграме некоторые кадры и фотографии, уговорю его здесь, наверное, прикрепим, покажу вам. Ну, в общем, очень красиво там. Я надеюсь, что я когда-нибудь тоже побываю на этом лыжном курорте, хотя стоять я не то чтобы на коньках не умею, на лыжах тоже. Следующий факт, друзья, все мы с вами видели кинофильм «Троя». Это историческая киноэпопея с участием брутального, просто сногсшибательного Брэда Питта, да, то есть если вы не
знаете про Трою Троянского коня, то вы точно знаете фильм «Троя», в котором снимался Брэд Питт. Ну так, в общем, я смотрю и такая думаю, ну, Рим, фильм в Риме, фильм оттуда, это вся история оттуда тоже. А потом оказывается, что город Троя расположен как раз-таки в Турции. Троянский конь, конечно, не сохранился, к сожалению, но в Турции также есть его макет. Мы еще до него не добрались, но надеюсь когда-нибудь увидеть его своими глазами. Еще два интересных факта, друзья. Все вы знаете, что турки, я, кстати, тоже теперь очень сильно любят чай, могут выпивать до 10 чашек чая в день, но несмотря на это, на самом деле первыми, кто открыл в Европе кофе, являются как раз-таки турки. И вот еще один интересный факт: если ты гуляешь здесь, ты по окрестностям Турции, особенно по маленьким населенным пунктам, ты увидишь очень много деревьев апельсинов. А вот если ты побываешь еще и в турецком городке Финике, то ты можешь отведать самые вкусные апельсины, которые считаются самыми вкусными, простите за тавтологию, во всем мире. Друзья, и здесь обязательно вам покажу вот эту вот диковинную вещицу, которая известна на весь мир. Ну, честно говоря, мне эта вещица, точнее, этот камень не был известен, пока я не увидела его и не стала копаться на просторах интернета, чтобы узнать о нем как можно больше. Самый знаменитый в мире алмаз находится сейчас в музее Топкапы, который находится в Стамбуле. В общем, интересно было на него тоже посмотреть и знать, что эта вещица уникальна, одна в своем роде, и больше нигде ты таких красивых алмазов не найдешь. Ну что ж, друзья, вот такая вот была у меня подборка интересных фактов о Турции. Но на самом деле, если вы начнете сейчас копаться, я думаю, что я задала вам хороший ритм, вы можете найти еще очень-очень-очень много интересных, удивительных, порой просто вообще необычных фактов, которые связаны именно с Турцией. Согласитесь, интересно и очень хорошо, когда ты становишься на шаг ближе к стране, которую ты любишь и знаешь. Почему бы не знать историю Турции, прежде чем как приехать сюда на отдых или куда еще лучше покупать здесь жилье? Меня зовут Арнелла, за кадром, как всегда, Эрсон, и вместе мы один интересный канал Сам Трип. Вот здесь оставляю ссылочки на наш канал, обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Еще здесь также есть наши инстаграм-странички, на них вы тоже обязательно подпишитесь, потому что вы можете задавать ваши вопросы, писать свое мнение туда. Так у нас будет с вами какая-то, ну, такая связь, знаете, и мы будем знать, что вам интересно и что вы хотите видеть здесь. Надеюсь, в следующее видео мы с вами отправимся в какое-нибудь интересное путешествие. Всем пока, целую!